Так, ребята, часть 3. Прибыла мне сегодня перегородочка. Вот это старая. Вот видите, как повылазили вот эти вот дела. Сравним. Вот новая и вот старая перегородка. Поэтому будем менять, новую перегородку ставим. Вот. И в общем темпе вальса попадаем в отверстие. Вот. Заводим и опускаем ее на низ. Отводим. Тут есть повод включения-выключения зажигания. Вот. Попадаем вот это вот дело. Заводим, ставим на место перегородочку. Вот. Ставим ее на место. Ставили, поправили, вытянули вакуумный шланг. Вот. Попадаем нормально, чтобы она стала. Вот так вот. Уже у нас подсохло. В общем, подсохла гильза. Поэтому закручиваем. 2 болта, помните, мы снимали. Наживляем. Первый наживили, второй ставим. Промазали. Хорошо, благо у нас есть вот такая вот магнитик такой. Достаем его оттуда. Трудно достать, мы достали болтик. Вот. Снова попадаем. Попали вроде бы. Затягиваем. Эту поджимаем. Вот теперь подтягиваем еще чуть-чуть больше. Ну, аккуратненько протягиваем. Перегородочка, она у нас как бы держит карбюратор. Если нет хотя бы одного болтика, вот, это плохо. Меняем старую прокладочку вот на новую. Она уходит в комплект наших прокладок. Вот, поэтому меняем прокладочные вот эти все. Меняем. Я произвожу это с помощью вот таких вот кусачечек. Вот, подвожу его, одеваем. Сейчас, секундочку. Вот, и устанавливаем. Устанавливаем. Подвожу. Конечно, неудобно. Дело в том, что у нас вот это переходник резиновый не очень, как говорится, мягкий, уже бэушный. Вот, поэтому жестковато будет. Жестковатый. Он уже пересох немного. Факт тот, что нас интересует распорное колечечко в нем. И одеть надо вот эту вот детальку пластмассовую. Тоже с трудом устанавливается. Я ее устанавливаю вот так вот. Немножко поддаю вперед, захватываю, откручиваю.
Вот. Вот так вот отверточкой поправляем, поднимаем. Вот, и протягиваем по кружку. По кружочечку. Вот. Потом захватываю углогубцами, вытягиваю, поправляю. Вот, проворачиваю. Она садится. Вот. Немножечко. Снова. То есть ее надо посадить, чтобы вот эту вот пластмассовую деталечку посадить на свое место. У нас прокладка еще не выжата, поэтому мы ее отправляем, как говорится, аккуратно, чтобы не поранить, сделать прокольчик. Она у нас очень ответственная. Вот. Вот таким макаром влаживаем все, прокрутим, правим. Вот. Вот эти заусеницы убираем, чтобы по кругу легенько оно все легло. Нам надо ее поставить четко, пазик. Вот. Я вот так вот отверточкой задним концом его разглаживаю. Еще раз проворачиваю вокруг. Главное ее вовремя и красиво положить. Потому что вот она стала чудесненько. Вот выравниваю здесь. Вот, выравниваем. Чтобы попадало по резьбам, направляю. Направляю все. Улаживаю. Долго, конечно. Ну, дело в том, что тут надо скрупулезненько все вылаживать. Вот, берем колечечко наше. Вот такое вот. Оно распирает нашу... кольцо не дает деформироваться. Не дает деформироваться резинки. Что-то пошире. Вот. Правим сюда. Вот, устанавливаем. Снова поправим. Вот. Теперь берем наш карбюратор. Вот такой вот грязный. Я его вот такой вот карбюратор весь. Помните, мы снимали, по-моему, первой части. И я его щеточкой зубной отмываю, очищаю от отбивок. Берем его вот так вот, чистили, отмыли, чтобы ничего нигде не попадало нам под вот это вот дело. Наши патрубки не забивалось нигде ничего. Чистим. И был легкий доступ до его раскрытия, чтобы туда не попал мусор. Продули, почистили, все красиво. Раскроем. Самое главное, вот, карбюратор — это подача топлива. Но так как он у нас работал, мы просто посмотрим сеточку. Сейчас я его постараюсь. Ого, зажато, конечно, шикарно. О, в общем, открываем, откручиваем